Вы когда-нибудь замечали за собой вот что? Будильник звонит в 6 утра. Вы точно знаете, что нужно встать. Вы вчера себе это пообещали. Вы даже кроссовки у двери поставили. Но рука сама тянется к телефону, палец жмет «отложить», и тело проваливается обратно в подушку. А через 2 часа вы просыпаетесь с чувством вины и думаете: «Но почему у меня нет силы воли?» Вот эта штука, которую мы называем силой воли, она кажется чем-то вроде волшебной кнопки. Есть она у тебя, ты дисциплинированный, успешный, подтянутый. Нет ее, ну, сам виноват. Но нейронаука последних 20 лет показала кое-что неожиданное. Сила воли — это не черта характера, не дар свыше, не моральное качество. Это конкретный биологический процесс. У него есть адрес в мозге, есть топливо, есть рабочий режим. И, что важнее всего, он может ломаться, уставать и восстанавливаться. Чтобы понять, откуда берется этот внутренний голос, который говорит «нет, подожди, не сейчас», нужно заглянуть в переднюю часть вашего мозга. Там, прямо за лбом, находится префронтальная кора. Это самая молодая часть мозга с точки зрения эволюции. У рептилий ее почти нет, у приматов она побольше, а у человека она огромная, непропорционально развитая по сравнению с остальным мозгом. И именно она отвечает за все, что мы считаем человеческим. Планирование, прогнозирование последствий, умение сказать себе «стоп». Келли МакГонигал, психолог из Стэнфорда, описала 3 главные функции, которые префронтальная кора выполняет в контексте силы воли. Первая — «я буду». Это способность заставить себя делать то, что трудно, но нужно. Сесть за отчет, выйти на пробежку. Вторая — «я не буду». Это способность затормозить импульс, не съесть 3-й кусок торта, не ответить грубостью на грубость. И третья, самое интересное — «я хочу». Это не про сиюминутное желание. Это про способность удерживать в голове долгосрочную цель, ради которой вы вообще напрягаетесь. Помнить, зачем вы встали в 6 утра. Зачем отказались от десерта. Зачем терпите скучную работу. 3 зоны префронтальной коры делят между собой эти задачи. Дорсолатеральная часть, если упрощать, это ваш внутренний диспетчер. Она оценивает, что сейчас важнее, и перенаправляет ресурсы. Вентромедиальная часть — это оценщик. Она взвешивает. Вот вариант А, вот вариант Б. Какой из них ценнее прямо сейчас, а какой ценнее через год? И передняя поясная кора — это ваш детектор конфликтов. Она замечает момент, когда ваши намерения и ваши действия расходятся. Когда вы собирались в спортзал, а вместо этого открыли холодильник. Она подает сигнал тревоги. «Эй, ты сейчас делаешь не то, что планировал». Но префронтальная кора не работает в вакууме. У нее есть противник. И этот противник гораздо старше, быстрее и настойчивее. Это лимбическая система, эволюционно древняя часть мозга, которая отвечает за эмоции, страхи и, главное, за удовольствие. Психолог Уолтер Мишел, тот самый, который придумал знаменитый зефирный эксперимент, описал это как борьбу 2 систем. Горячая система, лимбическая, она реагирует мгновенно. Видит торт, и в мозге уже вспыхивает сигнал «хочу, сейчас». Холодная система, префронтальная, она работает медленнее. Она говорит «подожди, ты на диете, вспомни, зачем тебе это». И сила воли, по сути, это результат этого перетягивания каната. Когда холодная система побеждает горячую, мы говорим, что у человека сильная воля. Когда проигрывает, мы говорим, что он слабовольный. Но на самом деле это не вопрос характера. Это вопрос баланса между 2 нейронными контурами. А теперь давайте заглянем глубже на уровень молекул, потому что за этим перетягиванием каната стоит вполне конкретная химия. Ключевой игрок здесь — это дофамин. Про дофамин часто пишут, что это гормон удовольствия. Это не точно. Дофамин — это скорее гормон предвкушения. Он не про «мне сейчас хорошо», он про «я хочу это получить». Он создает драйв, мотивацию, ощущение, что впереди что-то стоящее. И вот тут начинается самое интересное. Дофамин работает в обе стороны. Когда вы видите кусок торта, дофаминовая система зажигается. Вот оно, награда, бери. Это вентральный стриатум, древняя зона мозга, которая обрабатывает сигналы вознаграждения.
Но дофамин также нужен и префронтальной коре. Без него она не может нормально функционировать, не может удерживать цель, оценивать последствия, тормозить импульс. И здесь есть одна тонкость, которую нейробиологи называют перевернутая Ю-образная кривая. Для нормальной работы префронтальной коры дофамина должно быть в самый раз, не слишком мало и не слишком много. Если дофамина мало, кора вялая, внимание рассеивается, мотивации нет. Если дофамина слишком много, кора перевозбуждена, человек становится импульсивным, его захлестывают желания. В обоих случаях самоконтроль страдает. Оптимум — это тонкая полоска посередине. И любой стресс, недосып, перегрузка, они сдвигают вас с этой полоски. Есть еще один нейромедиатор, который играет роль в этой истории — это серотонин. Серотонин связан с терпением и способностью ждать отложенную награду. Исследования на животных показали, что когда уровень серотонина снижается, способность ждать награду резко падает. Животные начинают выбирать маленькую, но немедленную порцию еды, вместо того, чтобы подождать и получить большую. Похожие закономерности наблюдают и у людей. А что насчет знаменитой идеи, что сила воли — это ресурс, который тратится в течение дня как заряд батарейки? Эту концепцию в конце 90-х предложил психолог Рой Баумайстер. Он назвал ее «истощение эго». Суть простая. Каждый акт самоконтроля расходует ограниченный запас внутренней энергии. Утром вы отказались от сладкого, днем сдержали раздражение на коллегу. К вечеру ваш запас истощился, и вы срываетесь. Баумайстер даже связывал это с глюкозой. Мозг потребляет глюкозу при самоконтроле. Когда глюкоза падает, воля слабеет. Эта идея была невероятно популярной, но потом пришла проверка. В 2016 году большая группа исследователей, больше 2000 участников, несколько независимых лабораторий, попыталась воспроизвести эффект истощения эго. И не смогла. Результат оказался статистически незначимым. Другие ученые обнаружили, что простое полоскание рта сладким раствором, даже без проглатывания, улучшало показатели самоконтроля. Это означало, что дело не в физическом расходе глюкозы, а в чем-то другом. Возможно, в мотивации или в ощущении усталости, которое мозг создает сам. Кэрол Дуэк, еще один психолог из Стэнфорда, показала, что огромную роль играет убеждение. Люди, которые верили, что сила воли — это неограниченный ресурс, демонстрировали значительно меньше признаков истощения. А те, кто верил, что воля конечна, действительно выдыхались быстрее. Мозг, похоже, устает ровно настолько, насколько он верит, что должен устать. Сегодня ученые склоняются к более сложной модели. Сила воли не тратится как бензин. Скорее, мозг постоянно оценивает, стоит ли ему вкладывать когнитивные ресурсы в текущую задачу. Если награда далеко, если задача скучная, если вы устали, мозг просто снижает приоритет самоконтроля. Не потому, что ресурс закончился, а потому что мозг решил, что это невыгодно. Передняя поясная кора, тот самый детектор конфликтов, она играет ключевую роль в этих подсчетах. Она буквально взвешивает, сколько усилий стоит эта цель, и если баланс не в пользу цели, она снижает активность, и самоконтроль падает. Кстати, о знаменитом зефирном эксперименте. В конце 60-х годов Уолтер Мишел в Стэнфорде посадил дошкольников перед зефиром. Правила простые. Можешь съесть одну штуку прямо сейчас, а если подождешь, пока вернется экспериментатор, получишь 2. Камеры фиксировали, как дети справлялись с искушением. Кто-то отворачивался, кто-то пел песенки, кто-то закрывал глаза. А кто-то сдавался через 30 секунд. Годы спустя Мишел проследил судьбу этих детей. Те, кто мог ждать дольше, показывали более высокие академические результаты, реже страдали от ожирения, лучше справлялись со стрессом. Мозговое сканирование обнаружило четкую разницу. У терпеливых детей во взрослом возрасте была более активна префронтальная кора. У нетерпеливых более активен вентральный стриатум, та самая зона вознаграждения. Но, и это важное но, более поздние исследования показали, что история сложнее, чем казалось. В 2018 году масштабное исследование, более 900 детей, обнаружило, что предсказательная сила зефирного теста резко падает, если учесть социально-экономический фон семьи.
Ребенок из бедной семьи, где ресурсы нестабильны, где обещания взрослых часто не выполняются, он не потому хватает зефир, что у него слабая воля. Его мозг принимает рациональное решение. Бери сейчас, потому что потом может не наступить. Это не слабость, это адаптация к непредсказуемой среде. Другие исследователи выяснили, что дети ждали дольше, если доверяли экспериментатору. Если перед тестом взрослый выполнял свои обещания, ребенок спокойнее ждал второй зефир. Если взрослый обманывал, ребенок хватал то, что есть. Зефирный тест, получается, измерял не только самоконтроль, но и уровень доверия к миру. Как вообще формируется то, что мы называем силой воли? Когда она появляется? Ответ постепенный. И он напрямую связан с созреванием мозга. Префронтальная кора, тот самый центр управления, это одна из последних зон, которые достигают зрелости. У ребенка она еще очень незрелая. У подростка она активно перестраивается. А полностью она формируется только к 25 годам. 25. То есть, когда вы в 16 лет не могли себя заставить готовиться к экзамену, это не потому, что вы были ленивым. У вас буквально еще не дозрела та часть мозга, которая за это отвечает. Первые зачатки самоконтроля появляются уже в младенчестве. Ребенок отворачивается от слишком яркого света, это уже простейшая саморегуляция. К 3-4 годам происходит мощный скачок. Дети начинают следовать правилам, подавлять импульсы, удерживать в голове простые инструкции. Ученые из Гарварда называют этот возраст ренессансом исполнительных функций. Но до полноценной силы воли еще далеко. Нужно, чтобы нейронные связи между префронтальной корой и лимбической системой созрели, укрепились, обросли миелиновой оболочкой, которая ускоряет передачу сигналов. И здесь ключевую роль играет среда. Мозг ребенка, и особенно его префронтальная кора, невероятно пластичен. Он формируется под влиянием опыта. Если ребенок растет в предсказуемой, безопасной среде, где его решения уважают, где есть понятные границы, его нейронные контуры самоконтроля укрепляются. Если ребенок растет в хроническом стрессе, в непредсказуемости, в атмосфере угрозы, эти контуры развиваются хуже. Не потому что ребенок ленивый или безвольный, потому что стресс буквально подавляет развитие префронтальной коры, перенаправляя ресурсы на более древние, выживательные структуры мозга. Это, кстати, объясняет одну неприятную закономерность. Люди, выросшие в тяжелых условиях, часто имеют менее развитый самоконтроль. И общество обычно объясняет это ленью или отсутствием характера. Но нейронаука показывает другое. Это результат того, как стресс формировал их мозг. Их префронтальная кора получила меньше ресурсов для развития. Не потому что они хуже, потому что мозг принял другие приоритеты. Есть еще один неочевидный аспект силы воли, о котором мало кто задумывается. Самоконтроль — это не только удержаться от соблазна, это еще и способность вашего мозга точно оценивать свое собственное состояние. Нейробиологи называют это интероцепцией, восприятием сигналов изнутри тела. Голод, усталость, тревога, учащенное сердцебиение. Островковая доля мозга или инсула отвечает за обработку этих сигналов. И исследования показывают, что люди с более точной интероцепцией, те, кто лучше чувствуют, когда они голодны, устали или напряжены, принимают более осознанные решения. Они не пытаются давить волей на истощенный организм. Они понимают, когда мозг действительно не может, а когда просто не хочет. Стресс — это, пожалуй, главный враг силы воли. И вот почему. Когда вы в стрессе, ваш организм переключается в режим «бей или беги». Это древний механизм выживания, управляемый миндалевидным телом и гормонами стресса, кортизолом и адреналином. Проблема в том, что этот режим буквально подавляет активность префронтальной коры. Кровоток и ресурсы перенаправляются к выживательным структурам. Логика мозга проста. Если на тебя бежит тигр, тебе не нужно планировать, прогнозировать и взвешивать варианты. Тебе нужно бежать. Но в современной жизни тигр — это дедлайн, ссора с партнером, тревога о будущем. Стресс хронический, а механизм тот же. И каждый день хронического стресса — это день, когда ваша префронтальная кора работает на пониженных оборотах. Самоконтроль в таком состоянии — это как пытаться управлять машиной с плоскими шинами. Недосыпание действует похожим образом.
Исследования показывают, что даже одна ночь плохого сна снижает активность префронтальной коры и усиливает реактивность миндалевидного тела. Вы становитесь более импульсивным, более раздражительным, хуже оцениваете последствия. И это не вопрос характера, это физиология. Ваш мозг буквально в другом режиме. Получается удивительная картина. Сила воли — это не какое-то абстрактное «хочешь-можешь». Это результат работы конкретных нейронных сетей, конкретных молекул, конкретных структур мозга. Она формируется годами, зависит от среды, от генетики, от того, как много стресса было в вашем детстве. Она колеблется в течение дня, в зависимости от сна, от уровня глюкозы, от того, насколько вы устали или перегружены. Мозг не безвольный и не сильный. Он делает то, что считает оптимальным в данный момент. Когда префронтальная кора работает нормально, когда дофамина ровно столько, сколько нужно, когда стресс не зашкаливает, она может удерживать долгосрочную цель и тормозить импульсы. Когда что-то из этого нарушено, горячая лимбическая система берет верх, и вы тянетесь за телефоном, за тортом, за сигаретой. Это не моральный провал, это нейробиология. И, возможно, понимание этой механики — это первый шаг к тому, чтобы перестать ругать себя за слабую волю и начать видеть в своем мозге не врага, а сложнейшую систему, которая каждую секунду пытается найти баланс между тем, что вы хотите сейчас, и тем, что вам нужно в перспективе.